Всем привет! Хочу вам рассказать сегодня, почему так важно чистить фильтра отопления. Смотрите, вот у нас есть электрокотел Родтерм, он идет на 12 киловатт. Подача идет в баке, то есть вот здесь у нас бойлерная. Бойлерная идет на подогрев горячей воды. То есть получается, все бойлера имеют температуру 35 градусов. На котле при этом 60. Я сейчас просто попросил отопление выключить, но котел 60 градусов. Обратка на котле холодная. Подача на котле горячая, кипяток. Причем на первом бойлере вообще кипяток. Дальше слабее, слабее, слабее. И в конце концов обратка у нас идет геть холодная. То есть это говорит о том, что у нас нет циркуляции по системе отопления. То есть система отопления у нас проходит через бойлер, то есть прогревает бойлер, и уже вода холодная поступает в бойлер, через мивик нагревается там, и горячая выходит. То есть это такой своеобразный теплообменник по типу битермических. Система отопления, он нагревается и держится в нагретом состоянии. Получается, вода холодная туда входит через второй контур, прогревается и выходит уже горячая. Так вот, нет горячей воды. Я понял, что проблема в циркуляции, то есть либо вышел из строя насос данного агрегата, либо забиты теплообменники данных агрегатов, либо забит фильтр на обратке. Так вот, фильтр на обратке разобрал, и смотрите, что там. О май гад! Вау! Скажите, как через этот фильтр может что-то проходить? Это же просто капец. Как через этот фильтр может идти вода. Вот по причине такого забитого фильтра в котле держится постоянная температура 60 градусов, однако обратка в котел не попадает. Соответственно, сейчас мы прочищаем фильтр, включаем котел, и все бойлера, я уверен, сейчас начнут нормально греться. А их здесь, ё-моё, смотрите сколько. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так должен выглядеть чистый фильтр. Просто сеточка. Так выглядит фильтр после чистки. После чистки я еще немного приоткрыл кран, для того, чтобы вымыть то, что в фильтре не задержалось. И вот смотрите, это все здесь на полу. Желательно тоже так делать при чистке фильтра всем. Обязательно всегда чистите фильтры на ваших системах отопления. Даже если у вас котел всегда работал и все было в порядке, уже даже там 5-10 лет, все равно обязательно прочистите фильтр, проверьте, потому что вдруг у вас там вот такой же самый кизяк, как и вот здесь. Так что всем пока и до новых встреч.